Сегодня мы поговорим о соседях, а точнее, как сделать так, чтобы их не было слышно, а также о том, как шум влияет на наше здоровье. Мы начнем с самых простых и доступных методов снижения шума, постепенно переходя к более кардинальным и, следовательно, более затратным решениям. В конце мы покажем недорогие, но больше косметические решения. Всем привет! С вами Ирма Стим. В исследовании, проведенном среди жителей многоэтажек, была выявлена значительная связь между шумом от соседей и различными заболеваниями. Участники, страдающие от шумового раздражения, чаще испытывали усталость, головные боли, проблемы со сном, а также симптомы депрессии и тревоги. Особенно выраженная взаимосвязь наблюдалась у женщин, что указывает на потенциальное влияние шума на здоровье в зависимости от пола. Так что если у вас наблюдается боль или дискомфорт в шее или плечах, может быть, это слишком шумные соседи виноваты? Ссылку на исследование я оставлю в описании. Способ первый – дипломатический. Попробуйте поговорить с соседями, так как они могут не знать, что их шум вам мешает. Подходите к обсуждению проблемы конструктивно, ища совместные решения, а не обвиняя друг друга. Я часто в общении пользуюсь приемами, описанными в книге «Неудобные разговоры», которые могут оказаться полезными в этом случае. Но если вкратце, то фокус разговора нужно смещать на поиск взаимовыгодного решения, а не на личности соседа и что он опять топает. Обсудите время, когда вы находитесь вне дома и соседи могут спокойно шуметь, или когда вам необходима абсолютная тишина, например, когда ребенок спит, или у вас важные переговоры. В целом, оптимальной стратегией будет подружиться со своим соседом и относиться к нему как к еще одному члену семьи. Если у вас запланирован важный звонок, предупредите об этом своего мужа, детей и жильцов сверху. В квартире соседей я бы посоветовала постелить ковры в шумных комнатах. Особое внимание стоит уделить ворсу ковра. Чем он плотнее и выше, тем эффективнее он поглощает звук. К тому же под ковер можно положить специальные звукоизолирующие подложки, которые усиливают этот эффект. Также можно подарить соседу новые тапочки, которые хорошо поглощают звук. Идеальным выбором будут тапки из мягких материалов, таких как мембри-пена или войлок. Я думаю, сосед вряд ли откажется, если вы ему подарите кроксы, и выйдет это дешевле, чем делать шумоизоляцию. Выбирайте модели обуви, которые плотно сидят на ноге, чтобы минимизировать шум. Ну и можно снабдить соседа набором различных войлочных наклеек для ножек стульев и столов. Этот выпуск вышел благодаря компании Mielky, бренд, который заслуженно носит титул эксперта в мире светопрозрачных конструкций. Их премиум-система Mielky Centum получила награду как лучшая оконная технология по версии Mosbuild 2023 года. Это самое тихое и теплое окно в России. Секретов успеха у компании множество, но главное – это инновационная технология коэкструзии. Суть в соединении двух видов сырья. Переработанные окна для внутреннего слоя и чистое пластиковое сырье для внешнего. Благодаря этому оконный профиль становится более жестким, прочным, а соответственно готовое окно прослужит дольше. А использование переработанного материала для внутреннего слоя благоприятно влияет на экологию. Ассортимент Mielky впечатляет. Целых 6 разных вариантов от бюджетных решений до премиум-класса. Есть возможность заказать окна в уникальных цветах, таких как карамель, шоколад, антрацит и эксклюзив для премиальной системы Mielky Centum цвет Berry. Mielky на основе своего многолетнего опыта в производстве оконных систем предоставляет вам высококачественную продукцию по достойной цене. Переходите по ссылке в описании, чтобы посмотреть весь ассортимент. Способ второй – юридический. Если дипломатический подход не привел к результатам и соседи шумят в ночное время, то можно обратиться к правоохранительным органам. Однако, если шум происходит днем, полиция вам тут не поможет. В этом случае стоит замерить уровень шума, так как сосед, возможно, при ремонте сэкономил на звукоизоляции пола. Норма между соседями должна быть 52 дБ. Очень часто застройщик сдает дома с плохими показателями звукоизоляции. Если между квартирами стоит 200 мм пеноблок, то показатель звукоизоляции будет около 42 дБ. Жильцы принимают квартиру, и это уже становится их проблемой. В общем, если сосед пол не менял и стены не демонтировал, то вам остается только звукоизолировать свою квартиру. Способ третий – комплексный.
Если вы только планируете провести ремонт в квартире и знаете, что звукоизоляция для вас имеет критическое значение, то у вас есть два варианта – каркасная и бескаркасная звукоизоляция. Бескаркасная звукоизоляция крепится непосредственно на стены и обеспечивает менее эффективную изоляцию, добавляя лишь 10 дБ к шумоизоляции. Таким образом, если с самого начала звукоизоляция стены составляет 42 дБ, бескаркасная звукоизоляция повысит этот показатель до стандартных 52 дБ. Каркасная система, хотя и занимает от 5 до 10 см, может обеспечивать дополнительную звукоизоляцию от 14 до 25 дБ. Работы следует выполнять в комплексе, включая изоляцию пола, стен и потолка. Кстати, звукоизоляция эффективно работает в обе стороны, так что если вы заселились в дом последним, можно узнать у соседей, проводили ли они работы по звукоизоляции. Если все соседи уже все сделали, возможно, вам не понадобится дополнительной работы. Если вы уже проживаете в квартире, то проведение комплексной шумоизоляции может быть аналогично полному ремонту. Конечно, возможно изолировать только одну стену или потолок, при этом уровень шума уменьшится процентов на 30, по сравнению, если работы будут сделаны в комплексе. Если вам мешает шум с улицы, то установка специализированных шумозащитных окон с двойным или тройным остеклением может значительно снизить уровень шума. То же самое касается и входной двери. Звукоизолирующие двери обычно имеют многокомпонентную структуру со специальными внутренними наполнителями, которые абсорбируют и блокируют звуковые волны. Они также оснащены герметичными уплотнителями, которые предотвращают проникновение воздуха и звука через зазоры. Что делать, если вам необходима звукоизоляция, но вы понимаете, что всю квартиру вам не сделать? Бросьте все силы на спальню или кабинет. Лучше сделать одно помещение качественно, чем потом ночью ворочаться на кровати и думать об этом. Способ четвертый. Косметический. Если вы держали в руках акустические панели, то вы знаете, что они довольно тяжелые, поскольку для эффективной шумоизоляции необходима масса. Вспененные материалы, такие как пеноплекс, не обладают звукоизолирующими свойствами. Чтобы частично снизить проникновение звука от соседей, можно использовать тяжелые предметы, например, шкафы для одежды или книжные полки. Важно продумать расположение мебели еще на стадии планировки. Например, разместить кровать подальше от смежных стен. Если кровать уже установлена у смежной стены, то вариантом может быть создание высокого мягкого изголовья, который будет служить барьером для шума. Если в вашем доме трубы отопления идут напрямую к соседям, то обязательно проверьте, как сделана звукоизоляция этих мест. Чаще всего строители очень плохо делают в этих местах шумоизоляцию. И если звук идет оттуда, то нужно загерметизировать отверстие звукоизолирующим герметиком. По поводу звукоизоляционных обоев, пользы от них меньше, чем от ковра на стене. Подумайте, может лучше повесить ковер или гобелен на стену. Также можно использовать фитостены. Акустические панели в форме пирамидок, которые, возможно, вы видели у многих блогеров, совсем не ограничивают шум от соседей. Пирамидки являются звукопоглотителями, которые уменьшают отражение звуковых волн внутри помещения, что в свою очередь уменьшает эффект эха. Также для борьбы с шумом полезными могут оказаться плотные занавески. Они поглощают звук и уменьшают его проникновение через окна. Ковры в помещении, так же как и акустические панели, хорошо поглощают звук. Вы, наверное, замечали, как бывает тихо в отелях с ковролином на полу. К тому же под ковер можно положить звукопоглощающую подложку. Вам, скорее всего, она пользы не принесет, а вот сосед снизу будет рад, но будет воспринимать все как должное. Способ пятый. Последняя надежда. Как я упоминала в начале видео, исследование доказывает, что шум влияет на наше здоровье, а следовательно проблему не выйдет просто перетерпеть. Возможно, лучше будет снять другую квартиру, а эту сдать, если она у вас в собственности. Выбирая квартиру для аренды, обращите внимание на расположение квартиры, чтобы рядом не было шахты лифта или мусоропровода. Лучше выбрать квартиру на последнем этаже, тогда у вас точно не будет соседей сверху. Если переезд для вас невозможен и остановить звуковую волну мы не можем полностью, приходится прибегать к методам его замещения. Попробуйте включить фоновую музыку, передачу или аудиокнигу. Конечно, фонтан в квартире может показаться излишним, однако аквариум с водопадом может стать постоянным источником приятного фонового шума. Также можно воспользоваться наушниками с системой шумоподавления. Вы можете не включать музыку в них. Они могут служить как ретранслятор, фильтруя звуки вокруг и передавая только определенные частоты.
Моя подруга, у которой двое энергичных детей, рассказала, что она получила второе дыхание, когда приобрела строительные наушники. Теперь она спокойно может работать дома, даже если дети активно развлекаются и шумят вокруг. Такие наушники способны снизить шум на 35 дБ, но есть и защитные наушники с активным шумоподавлением, и они могут снизить шум на 85 дБ. Ну и последний вариант – это беруши, как самый дешевый и доступный вариант. Напишите, как вы спасаетесь от шума соседей. Это будет полезно для всех, кто посмотрит это видео после вас, и до встречи через неделю.